Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас вы смотрите редкое видео. Сегодня я расскажу вам про чупакабру. Впервые о появлении этого существа было упомянуто в Пуэрто-Рико. Там местные фермеры стали замечать массовое истребление скота. Это касалось не только овец, но и коров и кур. На тушах животных находили лишь следы в виде двух отверстий. Крови или следов борьбы не было. Впрочем, и сами животные оставались обескровленными. У крупных животных отсутствовали языки. Существо, похожее на чупакабру. Первое мнение, к которому пришли жители. Вампиры, а некоторые считали, что это дело рук культов. Позже на месте нападений начали находить постороннюю шерсть. Проведя исследования в лаборатории, было сделано заключение, что шерсть принадлежит животному, которое неизвестно науке. Так как животное считалось не таким опасным, как вампиры, паника скоро сошла на нет. После этого о чупакабре забыли на 40 лет. Как выглядит чупакабра? О том, как выглядит настоящая чупакабра, можно много рассуждать, ведь ее описание полно противоречий. Основное описание зависит от речей очевидцев и места обитания. В большинстве случаев описания сходятся в этих критериях. Размер схож с собакой среднего размера. Длина чупакабры может достигать 150 сантиметров. У существа есть длинные клыки. Именно ими оно умертвляет скот. У морды чупакабры неприятный вид. Она вытянута и приплюснута снизу и сверху. По словам некоторых очевидцев, может напоминать крокодилью или свиную морду. Существо покрыто шерстью, но некоторые участки все же не имеют шерстяного покрова, отчего его вид становится еще больше неприятным. Как уже было сказано, что описание отличается и от местности. Например, в Америке это существо описывали как шакала, который в высоту достигал 1 метра. Его челюсть сверху сильно выступает и обнажает клыки, которые имеют размер до 7 сантиметров. Шерстяной покров имеет коричневый или бурый цвет, а глаза очень маленькие и светятся в темноте. Лапы у существа имели разный размер, задние короче передних, отчего чупакабра может прыгать на очень большие расстояния. А вот в Бразилии чупакабру видели абсолютно лысой. На голом теле этого существа наблюдались пятна, напоминающие ожоги после радиации. Здесь считают, что существо практически всегда передвигается на задних лапах, а на передних имеет огромные когти. Рост существа может достигать 1 метра, его глаза большие и черные. О том, что это существо имеет неземное происхождение, говорит движение его тела. Касаемо российской чупакабры можно сказать, то, что здесь описание не сильно отличается от американской. В этом случае существо имеет те же размеры, однако шерсть на нем полностью отсутствует. Чупакабра обладает длинными лапами и светящимися глазами. Однако, следует сказать, что именно в России был единственный случай, когда чупакабра взяла под контроль человека. Он находился под гипнозом, пока существо не скрылось в лесу. Из этого следует, что в моменты опасности или угрозы для своей жизни чупакабра может проявлять гипноз. Откуда взялась чупакабра? Версий о происхождении чупакабры столько же много, сколько и описаний. О ее настоящем происхождении люди задумываются уже на протяжении 60 лет. Основная версия заключается в том, что произошло мутирование нескольких животных, лисы и волка. В 50-х годах произошел не один выброс химических веществ. Эта версия более вероятна, ведь до этого существо никто не видел. Есть и мистическая версия появления чупакабры. Многие очевидцы утверждали о том, что на месте ее появления ощущался запах серы. А один утверждал о том, что видел, как существо взвыло и испарилось в воздухе. С научной точки зрения животное появилось из-за обычной мутации. Но в таком случае не ясно, как чупакабра появилась во многих странах и в разных обличиях. Кроме того, можно точно сказать о том, что у чупакабры есть разум. Где была обнаружена чупакабра? В России в 2004 году были обнаружены странные останки животного. Фотографии долго будоражили людей. Изначально считалось, что эти останки принадлежат собаке, но при детальном рассмотрении они значительно отличались. Люди не могли поверить в то, что существо перебралось в нынешнюю местность из других континентов. Фермер обнаружил чупакабру в Ростовской области. Ранним утром он отправился в курятник, где обнаружил убитых кур. Существо, сделавшее это, сидело в дальнем углу и питалось кровью животного. Реакция чупакабры была быстрой, она накинулась на фермера, но все, что смогла сделать, это откусить ткань на штанах. Фермер был в кирзовых сапогах. После этого чупакабра скрылась, а фермер ее описал как лысую собаку с мощными лапами. Обнаружена чупакабра была и в Башкирии. Здесь с ее кознями столкнулась жительница села Нижнее Аташево.
Чупакабра истребила всех ее кроликов. Примечательно то, что существо разорвало металлическую сеть и плотные доски, что не под силу обычному животному. Здесь же удалось заснять Чупакабру на видеорегистратор. Возможно, это был детеныш, и поэтому не испугался машины. Однако скорость этого существа действительно впечатляет. Несколько раз Чупакабру видели в Нижнем Новгороде. Некоторые села уже на протяжении многих месяцев сталкиваются с курицами и кроликами, которые обескровлены. Здесь существо описывают как нечто, что ходит на задних сильных лапах. Ими оно может выбивать любую дверь, а передвигается с помощью скачков. Нападение Чупакабры на человека было зарегистрировано и в Украине. Здесь существо напало на девушку. Отбиться от него помогла подруга, которая начала бить его палкой. Чупакабра скрылась, а девушку доставили в больницу, где помогли излечить раны. Сама девушка через полгода скончалась. Связано ли это с нападением существа, неизвестно. На западе Украины и сейчас бывают случаи нападения Чупакабры. Фермеры находят мертвых животных, чаще всего кроликов. Причина смерти – не болезнь, а полное отсутствие крови в тушках. Существует ли Чупакабра? Существование Чупакабры на сегодняшний день подтверждает множество фото. Внешне они могут отличаться, но у всех одинаковые предпочтения. Нет сомнений в том, что эти существа находятся рядом. Конечно, многие не признают их существование, ведь еще ни разу Чупакабра не была поймана, а значит, биологи не могут ее изучить и предоставить доказательства. Да, есть много свидетелей, но поймать существо из-за его скорости не способен даже чемпион по бегу. В этом году уже не раз было слышно о том, как страшная Чупакабра напала на людей. Смертельных случаев нет, однако следы от когтей и зубов остались. Не стоит забывать о том, что попытки словить существо могут закончиться трагично. Что делать при встрече? Если вы столкнулись с Чупакаброй и при этом находитесь вдалеке от города или населенного пункта, то не следует делать резких движений. Не следует издавать громких звуков, убегать и, конечно же, кричать. Следует сохранять спокойствие, стоять на месте и не смотреть в глаза. Как только вы поймете, что существо потеряло к вам интерес, начинайте медленно отступать назад. Не следует пытаться покормить животное. Это только вызовет в нем гнев, и он нацелится на вашу кровь. Если у вас есть оружие, то не пытайтесь им воспользоваться. Не забывайте о том, что Чупакабра способна брать под контроль человеческий разум, а значит, нельзя быть уверенным в том, кого именно вы раните. Были подмечены интересные факты о существе. Житель Тулы после встречи с Чупакаброй не мог 5 дней разговаривать. Активность существа связана с лунными фазами. Шанс столкнуться с существом зимой намного ниже. Лысое существо намного сильнее и агрессивнее шерстяного. У Чупакабры нет страха перед человеком. Охотясь, она издает громкий свист. Последний случай появления. В последний раз появление Чупакабры было зарегистрировано в Канаде. Мужчины ехали на машине, решив выйти подышать ночным воздухом. Они заметили существо, вышедшее на шоссе. Существо передвигалось на 2 лапах. Мужчины взяли в руки ружье, после чего Чупакабра издала громкий свист. Один из них описал этот звук так, будто он проделывал дыру внутри тела. Второй мужчина успел выстрелить. На место происшествия прибыла полиция и забрала тело существа. При этом мужчин предупредили, что рассказывать об этом никому не следует. Однако они все же успели сделать фотографию Чупакабры. Заключение. Что именно из себя представляет такое существо, как Чупакабра, науке еще предстоит узнать. Доказать подлинность фотографий невозможно, и можно утверждать, что это лишь сильно полинявшее животное. Однако загадочные убийства животных продолжаются, и людям следует остерегаться столкновения с этим существом. И на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя.